Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский. Всем привет, 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 привет! Как ваше настроение, как ваше состояние, как ваше самочувствие? Добрый вечер всем! Павел, вижу вас, добрый вечер! Уже традиционно по средам на моем YouTube-канале проходят прямые эфиры с разными полезными техниками НЛП и с ответами на ваши вопросы. Как видно, как слышно, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в чат, чтобы я понимал, что я не говорю в пустоту и нету никаких побочных звуков, потому что на трансляциях НЛПерам салам, остальным соболезную. Но не надо соболезновать, вселенная полна ресурсов, и каждый человек способен на изменения. Поэтому отлично, отлично. Есть звук, есть видео, все у нас идет, значит, хорошо. Видно, слышно отлично, отлично. Сантьяго, вас не было на прошлом прямом эфире, а вы у нас юморист. Вы всегда задаете полезные, интересные вопросы, которые поднимают настроение. Хорошо. Как ваше настроение? Давайте немножко, пока еще идет оповещение, пока народ подтягивается, буквально 3-5 минут пообщаемся на свободные темы, поотвечаю на ваши вопросы, но не связанные с НЛП. Как у вас настроение, в каком вы городе находитесь, как вы себя чувствуете, какая у вас погода и так далее и тому подобное. Напишите в 2 словах, как вы себя чувствуете. Отходил, рад, что помните. Помним. Всех помним. Особенно тех, кто задает толковые вопросы. Чем больше задаете вопросов, тем лучше запоминаетесь. Еще одна. Отличительная черта НЛПеров – это пытливый ум. Насколько по времени планируется? Ну, смотрите, планируется час 15, а там как пойдет. У нас сегодня тема интересная, глубокая тема, скажу так. Тема технико-сущностная трансформация. Я не знаю, насколько мне удастся качественно ее преподнести именно в формате такого прямого эфира, где я вас не вижу и у меня нет возможности до вас дотянуться руками и получать обратную связь, потому что, скорее всего, в теории-то я точно объясню. Если у вас есть какие-то базовые знания по нейролингвистическому программированию, то вам будет все легко, понятно и доступно. Потому что, в принципе, технико-сущностная трансформация, она на уровне мастер преподается. Поэтому нужно иметь определенные какие-то базовые знания. Но я постараюсь сделать так, чтобы вам было понятно, даже если у вас базовых знаний нету. Окей, Волгоград на связи, Yes, Бобруйск, Брест, это я точно знаю, Павел у нас из Бреста. Хорошо, я из Минска. Как у вас погода? Как у вас природа? Сегодня, в этом году очень такая весна интересная, теплая. Где-то я слышал такую народную мудрость, что если очень теплая весна, то будет очень холодная зима. Не хотелось бы в это верить. Посмотрим, что нам преподнесет погода зимой. Хорошо, хорошо. А кто у нас на прошлом, надеюсь, добыть до конца, хотя завтра рано вставать? Ничего страшного. Если что, досмотрите. Солнечно, отлично. Встречали ли когда-нибудь людей с ведущей дигиталкой? Возможно ли вообще такое? Честно сказать, скажу так, Сантьяго. Я встречал человека, я встречал человека, который считал, что у него очень развита дигиталка. Но по моим оценкам он все-таки визуал-дигитал. То есть он очень хорошо визуализирует. Там прям видно и по ключам глазного доступа, и по ключам, по словам-предикатам. Но дигитальный канал был развит достаточно хорошо. Вот чисто явно выраженного дигитала не встречал, вот честно скажу. Ну, не исключаю, что они есть, но их не очень много. Вот. Осень теплая, вы хотели сказать. Да, осень очень теплая. У нас ночью уже заморозки. Вот так. Это в Волгограде ночью заморозки. Сантьяго ответил.
Там было очень интересно. Женщина, она всегда, она такая была, не скажу, что конфликтная, но ей хотелось всегда получить какую-то структуру, какую-то определенную схему, причем заключенную в определения строгие. То есть человек такой был достаточно рамочный, да, и это, как это определяется по предикатам? Ну, слова-предикаты дигитальные какие? Подумаю, порассуждаю, может быть, даже аудиальный предикат. Надо открыть слова-предикаты, их там очень много, на самом деле, неопределенных. Думать, делать выводы, ну и так далее и тому подобное. Ну, здесь имеет значение все, что угодно, и речь собеседника тоже в том числе. Ну вот чистого такого, что прям был дигитал-дигитал, не встречал, честно скажу. Хорошо, я хотел задать вопрос, а есть ли у нас сегодня тот человек, который у нас на прошлом эфире задавал вопрос про сущностную трансформацию? Дорогие друзья, те, кто нас смотрит в ТикТоке, пожалуйста, переходите по ссылке в шапке моего профиля в YouTube. Здесь у нас будет хорошая трансляция с хорошим видео, со звуком и с хорошей презентацией. То есть вы будете здесь видеть все и сможете в YouTube писать, задавать вопросы, и я на них буду отвечать в YouTube. Ну, а в ТикТоке, если просто вам нравится, как я на вас не смотрю, то, пожалуйста, можете оставаться в своей любимой социальной сети. Хорошо, хорошо. Кому-нибудь что-нибудь уже известно про эту технологию сущностная трансформация? Если что-то известно, напишите «да», если ничего не известно, напишите «нет». И будем начинать. Будем начинать, расскажу смысл, расскажу суть, сущность всего того, что мы будем пробовать сегодня сделать. То есть в теории-то я вам точно расскажу, а получится ли у нас на практике, но я надеюсь, что отчасти получится, потому что на самом деле тема такая объемная. Так, Светлана пишет нет, отлично. Хорошо, так, Валентина у нас появилась. Да, хорошо. Я баловался тестами, у меня слишком часто дигиталка и аудиалка ведущая. Аудиалку я сам вижу, а по дигиталке очень мало в сети, даже англоязычной. Ну, смотрите, тут большой вопрос, для чего вам это знать. Для общего развития, да, вы же как-то до сегодняшнего момента прожили, не заморачиваясь этим вопросом. Другой момент, если вы знаете, что у вас какая-то из модальностей не очень развита, то вы можете делать упор на то, чтобы развивать соответствующую модальность. И тут такой вопрос, что, ну, имеет ли смысл четко вот прям определить себя. Плюс я вам еще могу сказать, что это все вещи достаточно такие скользящие. Я когда, допустим, развивал визуальную модальность свою, то я и сознательно, и бессознательно очень много специально визуальных предикатов использовал и старался максимально все визуализировать. И, ну что тут сказать, просто определитесь для чего. Я понимаю, что пытливый ум, субмодальные сдвиги. Субмодальные сдвиги это очень круто. Хорошо, хорошо. В общих чертах многие люди знают про сущностную трансформацию, кто-то не знает. Ну, давайте переходить к сути. Хорошо, а еще напишите циферку 6, если вы знаете технику шестишаговый рефрейминг, потому что, ну, на самом деле техника сущностная трансформация, она по большому счету и выросла из модели шестишагового рефрейминга, только пошла немножко исследовать другие вещи. И есть такой в НЛП мире, есть такая фамилия Андреас или Андреас, там аж 3 их есть. Мужчина и 2 женщины. Даже по именам называть не буду, потому что спутаю. Хорошо, очень интересная техника. Спасибо, Юрий, давно ждал ее. Ну хорошо, спасибо, пока говорить не за что, потому что мы еще не начали. А когда закончим, я думаю, ваше спасибо будет очень даже кстати. Хорошо, их много, да, их действительно Андреасов, этих как минимум 3. Ну,
Тем не менее, так вот, этот Андреас, он исследовал... Ну, давайте открою презентацию сразу, и чтобы у нас уже... И Стив Канир еще... Ну да, вот видите, Сантьяго, вы понимаете, что... О чем идет речь, что эти товарищи у нас... А вот она, сущностная трансформация, открылась презентация. Хорошо, друзья, очень коротко, что это и для чего это. Да? Это модель нейролингвистического программирования, с помощью которой можно трансформировать, реструктурировать свой внутренний опыт за счет того, что мы как бы знакомим себя, свое сознание, свое подсознание с сущностными состояниями, для того, чтобы мы немного по-другому, а может быть и в корне по-другому интерпретировали свой опыт. Для того, чтобы мы были более ресурсны, для того, чтобы мы подходили более креативно к каким-то задачам. Давайте сейчас немного с примеров, почему очень важно уловить в себе сущностное состояние, и в этом состоянии все происходит намного эффективнее. Какие запросы? Сейчас я тоже прочитаю вам специально с презентации. Да? То есть спектры запросов под эту технику могут быть абсолютно любые, начиная от психосоматики, у меня там что-то болит, непонятно что, и заканчивая там работой с привычками, с зависимостями, с неэффективным поведением, там, хочу раньше вставать, хочу раньше ложиться, но просиживаю очень много времени в ТикТоке, в интернете там и так далее. Ну, то есть абсолютно практически любой запрос. Единственное, что может быть какие-то запросы, под какие-то запросы существует более эффективная техника. Суть в чем? Суть в том, на самом деле, что когда мы находимся в сущностном состоянии, то есть мы научились, я сейчас буду объяснять, что такое сущностное состояние, когда мы научились его у себя отслеживать, когда мы научились его у себя воспроизводить, то мы действуем в принципе более эффективно по жизни. Да? Если говорить даже о каких-то депрессиях, то сущностная трансформация, она тоже может являться техникой для работы с депрессией. И это еще очень сильно влияет на метасообщение. Вот такой пример про метасообщение. Метасообщение — это то, что мы транслируем своим внешним видом. Да? То есть это сообщение над сообщением. Ну, представьте ситуацию. Ну, классическая ситуация. Молодой человек расстался с девушкой. Молодой человек расстался с девушкой навсегда. Такое же бывает? Наверняка бывает. И вот этот человек, вот он уже точно знает, что это навсегда, назад дороги нет, там ничего измениться не может, и он уже поставил, ну там, условно говоря, крест на этих отношениях, неважно, кто прав, кто виноват, ну вот он переживает что-то не самое позитивное в своей жизни. И этот молодой человек, он грустит об этом, думает об этом, и когда он пребывает в этом состоянии, легко ли ему будет знакомиться с другими девушками для того, чтобы создать отношения или семью? Ну, скорее всего, во-первых, ему это будет нелегко, ну а во-вторых, те девушки, к которым он пробует подойти, они будут видеть, что с чуваком что-то не то, что он не ресурсный, что он какой-то мутненький, да, то есть... И представьте другую ситуацию. Молодой человек, который наполнен, уверен в себе, целостный, довольный собой, довольный этим миром, любит всех людей, просто идет по улице, легко ли будет ему познакомиться с девушкой, да? То, скорее всего, вот второму парню будет с девушкой познакомиться намного легче, да? И отклик от потенциальной избранницы он получит куда более быстрее, он получит позитивный отклик. И очень важно в себе культивировать вот эти вот сущностные состояния. Сейчас поговорим, в чем отличие. Так, кто-то знает про шестишаговый рефрейминг, кто-то не знает.
Ну, кто не знает, тому не повезло. Сегодня больше эфир, ну, скажем так, для тех, кто более или менее знаком с нейролингвистическим программированием. Идем дальше. И в чем смысл сущностной трансформации? Я вам коротко напомню технику шестишаговый рефрейминг. Да? То есть мы определяем какое-то проблемное поведение или реакцию, да, которую мы хотим изменить. Ну, допустим, там бессонница, либо там я хочу перестать думать о ком-то. Ну, любая практически реакция может подвергаться технике шестишаговый рефрейминг. Потом, ну, то есть некая нересурсная часть. Да? Здесь очень важно еще понимать, что мы здесь работаем с частями личностями. Части личности — это отдельные отделы нашей психики, которые отвечают за какое-то поведение. Дальше мы устанавливаем коммуникацию с частью, ответственной за это поведение. Ну, допустим, если я ем сладости, то какая-то часть моей психики, она отвечает за это поведение. И вот мы с этой частью психики начинаем знакомиться. Очень часто мы начинаем с этой частью психики знакомиться через некую метафору. То есть люди в буквальном смысле в себе представляют что-то метафоричное, какой-то предмет, какую-то энергию, что-то вот прям до визуализации. Либо на ощущениях работают, либо со звуками работают, либо совсем вместе работают. И это совершенно нормально. Да? И потом, когда мы эту часть, с ней установили контакт, как мы устанавливаем контакт? Мы с ней здороваемся, благодарим ее за то, что она в нас есть, часть психики, и пытаемся установить некий диалог. Да? Это называется в НЛП установить рапорт с этой частью. То есть мы стараемся эту часть личности просто разговорить для начала, а потом мы начинаем выяснять позитивное намерение этой части. Что это значит? То есть если я много ем, то есть какая-то часть в моей личности, которая отвечает за то, что я много ем. И в свою очередь у этой части личности, которая отвечает за это поведение, есть какая-то позитивная цель. Позитивная цель, допустим, получать удовольствие, ну как минимум, да? То есть если я ем много сладостей, то во время поедания сладостей я получаю удовольствие. Если говорить о технике шестишаговый рефрейминг, то мы потом идем следующим образом. Да? Четвертый шаг шестишагового рефрейминга. Мы устанавливаем контакт с нашей творческой частью для того, чтобы наша творческая часть помогла нашей части, с которой мы работаем, найти другие способы поведения, чтобы наша часть могла получать позитивное вот это намерение. В случае с перееданием сладостей, как вариант, да, это, не знаю, получать удовольствие от чего-то другого, от питья воды, от чего-то еще, от спорта, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь самое главное сохранить вот это позитивное намерение, но найти способы другие для этой реализации. Дальше мы спрашиваем, согласна ли часть с этими новыми вариантами, делаем экологическую проверку, и таким образом техника заканчивается, шестишаговый рефрейминг. Так вот, Андреасы, они пошли немножко дальше. В своих исследованиях они вот первые 3 шага шестишагового рефрейминга оставили непоколебимыми, а дальше уже пошли изучать позитивные намерения этой части. То есть, если в случае с моим перееданием сладостей, допустим, позитивное намерение моей части получать удовольствие, то если говорить о технике сущностная трансформация, мы идем вот каким образом. Давай представим, да, здесь работает рамка как если бы, фрейм как если бы. Давай представим, как будто ты умеешь получать удовольствие. Вот все уровни получения удовольствия тебе доступны. То есть мы уже как бы проясняем дальнейшее намерение, то есть мета-намерение, какую-то дальнейшую цель. Вот допустим, представь, что ты уже получаешь удовольствие, сколько тебе нужно. Что тогда? Что тогда будет, когда ты будешь получать удовольствие? Там может выйти следующая история. Ну, тогда я буду доволен собой. Хорошо, мы дальше раздвигаем рамку, как если бы. Когда ты будешь доволен собой, что ты будешь получать, когда ты будешь полностью доволен собой в любых контекстах своей жизни? Дальше вот эта часть говорит еще какое-то намерение. То есть мы как бы создаем цепочку таких позитивных целей, которые стоят за этой частью. И Андреас выяснил, что в принципе все части личности, они имеют в своих намерениях некий предел. И этот предел, он определяется сущностным состоянием. Сейчас я буду пояснять, что это такое. Друзья, напишите пока в комментариях,
Напишите пока в комментариях, понятно ли на данный момент, о чем здесь идет речь. Очень важно, чтобы вы понимали. То есть шестишаговый рефрейминг мы оставляем и идем уже дальше по сущностной трансформации, потому что там процесс намного более интересный, на мой взгляд. Она техника более громоздкая, но тем не менее эффективная, очень эффективная. Здравствуйте, 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 те, кто к нам присоединился. Ставим лайки, кто еще не поставил лайки, чтобы наша трансляция распространялась. И напишите, пожалуйста, кто с самого начала смотрит. Понятно, как определить правильность ответа по кинестетике. Хороший вопрос, он оторван на данный момент от контекста. Я не знаю, ну вот честно, это же все равно ваши внутренние критерии, правильные или неправильные. Смотрите, вы в любом случае получаете ответ. А судить о правильности или неправильности здесь уже можно только потом, впоследствии. Я вот так отвечу. Так, Игорь Лукьянов, очень давно вас не видел в комментариях. Игорь, пока понятно. Хорошо, хорошо. Ура, ура. Подтянулись старые, ну старые в смысле не возраста, а те, кто давно уже смотрит мой канал. Будем разбираться дальше. Хорошо, если на данном этапе понятно, будем дальше разбираться. Я хочу просто все-таки успеть и попробовать ее даже сделать на каком-то, ну скажем так, начальном уровне. Что такое сущностное состояние? Так вот, Стив Андреас, он вычислил, что, ну, эмпирическим путем, да, путем проб и ошибок, он вычислил, что в принципе любое позитивное намерение, если постоянно расширять рамку, как если бы, в конечном итоге оно доходит до некого предела, и этот предел и является сущностным состоянием. Сейчас поясню, что это значит. То есть, если у меня было позитивное намерение сначала получать удовольствие, потом быть спокойным, там, расслабляться, ну я уже забыл, с чего я начал, там, и так далее, то в конце концов я приду к некому абстрактному понятию, от которого мне будет очень классно. Так вот, эти 5 состояний, это первое состояние, это существование, то есть ощущение присутствия здесь и сейчас, ощущение бытия. Да? Второе, это внутреннее спокойствие, когда я в принципе спокоен, несмотря ни на что. То есть некая такая покой, принятие, умиротворенность. Следующее состояние это любовь, причем любовь такая безусловная, которая не зависит от конкретного какого-то человека. И следующее состояние это одобрение, или если вы изучали транзактный анализ, это такое состояние окейности, чувство полезности и ценности, где я окей, ты окей, все в принципе окей. То есть вот оно состояние, когда все просто классно, позитивно. То есть несмотря ни на то, что мне вот сейчас ярко светит лампа в глаза, все равно это все классно, это все окей. Да? Несмотря на то, что я сейчас веду прямой эфир и не вижу вас, это тоже классно и это окей. То есть вот это состояние. Да? И пятое состояние это единение и целостность. Смотрите, и здесь нету никакой иерархии, потому что это вещи достаточно такие абстрактные. Это вещи, которые в принципе очень сильно перекликаются друг с другом, и тут что есть что, ну, если детально там по метамодели языка начинать разбираться, конкретизировать, то мы здесь только запутаемся. То есть он вывел, что есть некие условные состояния, которые дают нам вот эти вот ощущения. Какие есть еще закономерности? Закономерности я вот выше написал. Сущностное состояние это всегда состояние внутреннее, и оно не зависит ни от чего внешнего. То есть у нас есть в любой момент времени доступ к этому состоянию. И его можно испытывать всегда, да? То есть то, что я уже только что проговорил. И это предельное состояние, где мне просто уже классно, мне просто уже хорошо. И вот это как если ты будешь, допустим, чувствовать внутреннее спокойствие, что тебе еще надо? И здесь уже часть личности не может найти каких-то ответов. И это и будет являться сигналом того, что мы вот нащупали вот это свое сущностное состояние. Хорошо, пока понятно, отлично, отлично. Хорошо, друзья, давайте договоримся так, что если будет что-то непонятно, вы прям в чат пишите.
давайте мне знать, чтобы я где-то притормозил и дал какую-то более конкретную расшифровку того, о чем я говорю, то, о чем я имею в виду. Кстати, друзья, напишите в чат, есть ли у вас под рукой бумага и ручка. Бумага и ручка, потому что мы сейчас по ходу пьесы, по ходу того, как мы будем разбираться, я вам очень настоятельно рекомендую, все-таки помечайте некоторые моменты, которые будут у вас происходить во время этой техники. Странно, наверное, но можно ли его заикарить? Да, его можно заикарить, и самое главное его для начала создать. То есть, Сантьяго, сейчас вам будет становиться понятно. То есть, когда мы вот эту свою часть личности ковыряем, условно говоря, и находим все более мета-намерения, да, более высокие намерения, более высокого уровня, когда мы к нему приходим, то есть когда мы до него доходим, там у нас потом происходит другая немножко история. Я сейчас выведу слайд с полной техникой и пошагово все расскажу. И давайте сделаем вот как. Когда я вам буду рассказывать, вы берите свой конкретный вопрос, который вам сейчас в жизни актуален, и вас этот прямой эфир очень сильно продвинет. Вот прям даю гарантию в решении этого вопроса. Прям вот запишите ту жизненную ситуацию, тот жизненный вопрос, запрос, который вы хотите сейчас решать, либо, может быть, вы его долгое время не решали. Любого уровня вы его просто записываете у себя на бумаге. Да? То есть что-то, что вы хотите решить. Отлично, ручки есть, здорово. Свои запросы в чат писать не нужно. В чат писать не нужно, просто запишите на листе бумаги. Ну, какие актуальные запросы, прямо вот здесь сейчас будет твориться волшебство. Там, кто-то хочет увеличить доход, ну, из раза в раз не получается. Да? Можете взять это как как цель сегодняшнего прямого эфира, как запрос. Абсолютно любой. Хотите сбросить лишний вес? Окей. Хотите больше зарабатывать? Окей. Хотите перестать загоняться по какой-то проблеме? Окей, вот все подходит. Мы же приходим логически, умозрительно или как? Вот смотри, Сантьяго, вот сейчас я поясню тебе. Приходим логически. Здесь в технике сущностная трансформация все очень смешано. То есть и логика, и абстрактное мышление, и состояние транса. Здесь оно все очень сильно замешано, потому что, ну, на мой взгляд, сущностного состояния невозможно достичь без легкого погружения в транс, а транс не способен без сущностного состояния. Ну, это моя пресуппозиция. Мне кажется, она достаточно справедлива. Сейчас будешь понимать. Сейчас, когда будем проделывать, прям бери на бумаге, проделывай, и все начнет становиться на свои места. Я думаю, что мы сейчас вот как будем делать. Я буду объяснять прям по шагам. Вы будете это проделывать, давать мне обратную связь, что у вас получилось. Ну, то есть, готовы, не готовы, чтобы как-то более-менее... Кстати, напишите просто плюс в чат или любую цифру, например, 1, если... вы сейчас со мной, я просто хочу понять, на кого мне ориентироваться из участников. Вы со мной готовы проделать вот в процессе теоретической части, прям проделать эту технику, насколько она у вас сейчас получится. Потом вы, конечно же, зададите вопросы и сможете ее проделывать уже относительно других контекстов. Потому что, вот отвечая на вопрос Сантьяго, когда мы разговариваем со своей частью, мы здесь даже специально не наводим никакой транс. Но для того, чтобы ощутить вот это сущностное состояние, получается такая история, что вы, когда его нащупываете, вы так или иначе будете в таком балдежном, классном состоянии. Сущностное состояние похоже чем-то на легкое опьянение, когда, знаете, очень интересно, отлично, готово, спасибо за эфир, хорошо, супер, хорошо. Я вижу Игорь, Маша, Сантьяго. Окей, 4 человека у нас прям вот работают. Хорошо, я буду тогда на вас больше ориентироваться. Окей, если у вас уже есть цель, с которой вы хотите поработать, давайте прям вот вы ее выпишите, отлично. Напишите мне, что вы уже выписали, и тогда перейдем уже к самой технике. То есть, смотрите, вот какая история с состояниями. Описывать состояние словами
это то же самое, что, ну, я не знаю, учиться плаванию по телевизору, да, то есть пока сам не попробуешь, пока его не ощутишь, ну, тяжело понять, что этот человек из Ютуба, там, не знаю, из экрана пытается мне донести. Поэтому давайте пробовать, давайте идти дальше. И вот непосредственно сама техника. То есть запрос вы уже определили. То есть это какое-то поведение, выписал, хорошо. Это какое-то поведение, либо, и здесь, смотрите, мы можем заходить с того, чего я хочу, можем заходить с того, чего я не хочу. То есть, смотрите, давайте вот как делать. Если у кого-то есть ваш запрос, который, ну, вы готовы выпустить в сеть интернет, то есть там ничего такого интимного нету, можете мне просто для ориентировки написать, чтобы я за кого-то одного все-таки зацепился, а вы уже будете по аналогии делать. И тогда будет лучше получаться, будет больше ясности. Если такой человек есть, напишите свой вопрос, напишите свой запрос, и мы будем двигаться дальше, разбираясь с этой техникой. То есть смотрите, вот та проблема, та задача, тот вопрос, который вы перед собой подставили, за него отвечает какая-то часть личности. Да? То есть и уже по классике вам нужно сесть, расслабиться, насколько это возможно, обратить внимание вглубь себя и задать себе, во-первых, эту часть личности у себя как бы нащупать. Да? Ну как нащупать? Мысленно обратиться вглубь себя и получить какой-то ответ. Да, вот у меня есть вот эта часть, с которой можете ее визуализировать, можете просто обращаться к своим кинестетическим, да, ощущениям. То есть обратите внимание, что у вас есть контакт с этой частью. Если есть контакт, освоить технику быстрого чтения. Отлично. Очень здорово. Хорошо. Написала. Хорошо. Вот у Игоря не криминальный запрос, поэтому мы будем за основу брать. Окей. Смотрите, Игорь, вот вы хотите освоить технику быстрого чтения, и, соответственно, у вас есть какая-то, если я правильно понимаю, то у вас ее еще пока не получилось там освоить на том уровне, на котором вы хотите ее освоить. Так ведь? И есть какая-то часть личности, которая у вас внутри отвечает за то поведение, которое вы хотите себе либо изменить, либо создать. Напишите, так или нет. То есть, когда Игорь осваивает технику быстрого чтения, он либо есть какая-то часть, которая, может быть, не хочет ее осваивать, либо есть какая-то часть, которая помогает ему осваивать. И вот, Игорь, познакомьтесь с этой частью, обратите внимание вглубь себя, задайтесь вопросом, если есть какая-то часть, которая мешает вам осваивать технику чтения, отлично, получить водительские права. Хорошо, супер, хорошо. И задайтесь, когда вы с этой частью уже поговорили, настроили некий контакт, поздоровались, поблагодарили ее за то, что она у вас есть. Кстати, Светлана, у вас есть какая-то часть, которая вам мешает получить водительское удостоверение и включает вот это нересурсное состояние. Окей, я извиняюсь, что я так подробно, но во всяком случае те, кто будут смотреть потом прямой эфир, кто захочет разобраться, это все будет достаточно детально, подробно и всем понятно. Окей, возможно тут просто есть продвинутые, которые прям вот у них искры из-под ног летят, давай быстрее, быстрее, быстрее. Хотя, может быть, это моя только карта реальности. Окей, проясняем позитивное намерение. То есть мы к этой части обращаемся и задаем этой части такой вопрос. Что хорошего ты хочешь? Какое у тебя позитивное намерение? Для чего хорошего ты реализуешь это? Для чего хорошего ты реализуешь вот это поведение? И придет какой-то ответ. Просто этот ответ запишите, а Игорь, я вас попрошу просто написать этот ответ в чат, ну, чтобы было понятно. Тише едешь, дальше будет. Я не могу найти эту часть. Постарайтесь. Возможно, вы недостаточно расслаблены. Возможно, вы просто первый раз работаете с частями, и это не так быстро происходит. Просто постарайтесь расслабиться, вглубь себя посмотреть и мысленно
что-то такое у себя внутри найти. Сейчас мы дождемся, пока нам Игорь напишет, какое у него позитивное намерение участия, которое мешает. Я буду тоже помечать. У Игоря есть часть, которая мешает освоить технику. А позитивное намерение у нее, сейчас Игорь нам напишет. То есть, друзья, пока Игорь пишет, кто-то, то есть за каждой частью есть определенная позитивная мотивация. Если брать пример, я кушаю сладости, для чего? Для того, чтобы получать больше удовольствия или расслабляться. Хорошо, отлично, позитивные намерения нашли. Да, с ней разбираюсь. Хорошо, отлично, отлично, отлично. Сейчас Игорь у нас куда-то пропал. Так, а может ли напряжение быть этой частью, которая... Так, позитивное намерение много кушать. Хорошо, хорошо. Вот когда, Мариша Реутова, вы, пожалуйста, перепишите свой вопрос. Ну, немного не понимаю, о чем вопрос. А может ли напряжение быть этой частью? Напряжение может... А, да, все, понял. Напряжение и может быть этой частью. То есть вы чувствуете по всему телу, допустим, окей, может быть. Окей, идем с Игорем. Вот сейчас по образцу Игоря, вот ему часть ответила, что надо много кушать. Не совсем понимаю, что... ну, окей. Так. Надо много кушать. А теперь, Игорь, то есть это, если я правильно понял, эта часть хочет много кушать. И поэтому эта часть очень много кушает, хочет очень много кушать, и поэтому вы не изучаете техники скорочтения. Ну, то есть получается так. Пришел ответ, что заботится о моей безопасности. Да, окей. Тоже хорошее позитивное намерение. Хорошо. Дальше мы делаем вот что. Когда мы получили вот этот ответ, мы к этому ответу уже задаем вопрос, создаем рамку, как если бы. Что если в примере с Игорем, что если вы уже много кушаете и вы можете много кушать. Да, чужая душа потемки. Вот, Игорь, задайте теперь вопрос. То есть позитивная цель вашей части много кушать? Или как? Или это не позитивное намерение части? Да, так получается. Окей. То есть вы много кушаете и поэтому не изучаете техники скорочтения. Вы меня поправляете, если я не прав? Ну так вот, по этой внутренней работе. Угу. Окей. И теперь вы задавайте уже к этому вопросу. То есть я много кушаю. И представьте, пожалуйста, что вы можете скушать все, что угодно, как будто вы можете насытиться уже бесконечно. И окей, вы много уже накушались, и что будет дальше? Для чего это? Для чего много кушать? Чтобы что? А вот на примере Светланы пришел ответ, что заботится о моей безопасности. А Светлана, вот задайте дальше себе этой части следующий вопрос. Что будет, когда я буду в полной безопасности? И услышьте следующий ответ. И этот ответ тоже запишите и напишите. Запишите и напишите. Здесь как раз таки самая интересная работа — докопаться вот до этого сущностного состояния. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше получаться. У Игоря интересный очень пример. Я прям вот кайф. Нестандартно, очень нестандартно. Хорошо. Идем дальше. Сейчас Игорь нам даст ответ, какой у него получился.
много надо кушать. Хорошо, у меня ответ: не был тратить время и силы зря. Я сформулировал, как сохранить энергию. Хорошо, вот для Сантьяго. Когда вы получили ответ «сохранить энергию», вы задайте следующий вопрос. Сохранить энергию для чего? Представь, пожалуйста, что ты уже умеешь сохранять максимум энергии, сколько тебе нужно. Что будет дальше? Для чего сохранять эту энергию? Хорошо. Вот у Игоря интересно получается. То есть это уже следующее, у него первое позитивное намерение. Надо много кушать. Угу. А следующий ответ, после того, как надо много кушать, у Игоря получился: если я съем, то буду отдыхать. Да? И вот на примере Игоря. Игорь, а давайте сейчас представим, что вы можете отдыхать, весь отдых мира, Вселенной вам доступен. То есть вы можете отдыхать столько, сколько вам нужно. Тогда для чего это все? Вот представьте, что вам отдых доступен в неограниченном количестве, и вы можете получать отдых столько, сколько вам нужно. А это для чего большего? Вот что за этим стоит? Угу. Ну, сейчас вы поймете методику. Здесь нужно каждый раз задавать к этой части и каждому намерению вот такой вот вопрос, который продвигает на более высокий уровень. То есть для чего большего? Какое здесь будет еще одно позитивное намерение над позитивным намерением? По опыту могу сказать, что таких повторений где-то проходит 5, 6, 7. То есть я буду расслабленно и спокойно. Хорошо, у Сантьяго инсайт. Это отлично. Вот инсайты, они обычно здесь и начинаются. Да, там мы доходим до таких вещей очень интересных. Потом Сантьяго поделится. Хорошо. Я буду расслабленно и спокойно. Светлана, сейчас дальше задавайте вопрос. Если вы уже можете быть расслаблены и спокойны, для чего больше вам это нужно? Для чего вам нужно быть расслабленной и спокойной? Что вам даст расслабление и спокойствие? Представьте, что расслабление и спокойствие вам доступно в неограниченном количестве. Что будет дальше? Окей. Игорь Лукьянов, на буду отдыхать, у него пришел ответ. Буду спать. Окей, Игорь, дальше задаем вопрос. Буду спать. Если я... то есть любой сон мне вот доступен в неограниченном количестве. То есть я могу выспаться прям вот в неограниченное количество времени, сколько мне нужно. Что дальше? Что более высокое стоит? Что значительно важнее для этой части, чем ваш сон? Что будет, когда вы выспитесь? Представьте, как если бы вы можете спать, сколько вам нужно. Что тогда будет в вашей жизни происходить? Что это вам даст? Что важного? По телу тепло пошло и покалывает. Сантьяго, очень здорово. Вы что-то нащупали прямо очень интересное для вас, как минимум. Окей, друзья, все остальные, кто с нами работает, те, кто делают, вы тоже каждый раз, когда получаете некий ответ, задавайтесь вопросом, что дальше. Если ты уже этим обладаешь, допустим, там, хорошим сном, безопасностью, расслабленностью, что дальше? Для чего мне эта безопасность? Для чего мне эта расслабленность? Ну и там то, что у вас получается. Здесь вы как раз-таки будете доходить до самой сути, и это очень интересно. Ждем Игоря, когда он найдет. Здесь, конечно, процесс может немножко затормаживаться, и здесь вы начнете замечать, что ответы, они уже будут не такие уже сильно критериальные. То есть ваши ответы, они уже будут сходиться в каких-то определенных, скажем так, состояниях. Оно все будет сводиться к состоянию, в принципе. Это очень интересно. Отлично, отлично, отлично. Ждем ваших ответов. Тут у нас уже Светлана начала писать, Игорь начал и Сантьяго. Мариша. Ну, я уверен, что многие из тех, кто смотрит нас, будут сейчас делать у себя. Обязательно потом поделитесь результатами. Прям делайте на бумажку, так как вы работаете без оператора. Без оператора сложнее, и когда работаете без оператора, обязательно все-таки записывайте.
потому что вы в голове это все не удержите. А это важно. Это важно. Чтобы потом с ними проделать все-таки эту сущностную трансформацию. Отлично. То есть у Игоря, когда Игорь получит доступ к безграничному количеству сна, Игорь будет пить воду. Хорошо, Игорь, а теперь представьте, что вы вам доступна вся вода, вы можете ее пить, и вы можете напиться водой столько, сколько вам нужно, и это что вам дает? Что больше у вас что большее вам доступно после того, как вы напились водой? Задайтесь этим вопросом. Мариша Реутова, у меня не очень получается. Хорошо, Мариша, возможно, если у вас не очень получается, вы, наверное, не знакомы с какими-то техниками, да, только на начале пути, у вас обязательно получится. Возможно, вам нужно просто не в таком темпе с самого начала проделать, а возможно, что-то еще. Поэтому присутствуйте, пробуйте, дорогу осилит идущий, и чем больше вы будете пытаться, чем больше вы будете пробовать, тем лучше у вас будет получаться. Хорошо, ждем. Отлично. Да, тут приходится ждать, но тем не менее. А Светлана написала, что она будет в ресурсе. Отлично. Светлана, и задайте этому ответу еще один вопрос. После того, как вы будете в полном ресурсе, представьте, что вам доступны все ресурсы, что вы прям ощущаете себя прям очень классно, очень хорошо. Вы полны ресурсов. Для чего большего вам быть полны ресурсов? Что с вами произойдет, когда вы будете полны ресурсов? Представьте, как если вы все ресурсы есть уже у вас сейчас. Что будет дальше? Имея уже все ресурсы, что еще важнее, чем иметь все ресурсы? Окей, ну представляйте, что вы сейчас уже имеете это ресурсное состояние. Окей. Игорь, мне кажется, вы немножко либо нас путаете, либо сами запутались. Хорошо, буду дышать свежим холодным воздухом. После свежего воздуха представьте, что вы можете дышать всем свежим, самым лучшим воздухом этого мира. И когда вы будете дышать самым свежим воздухом этого мира, что больше, для чего большего вам дышать? Что вы будете испытывать, когда вы будете дышать? Представьте, что в любой момент времени, в любую секунду вы можете дышать самым свежим воздухом. Что будет, когда это будет вам доступно? Если на третьем-четвертом шаге уже пошли расплывчатые ответы, типа удовлетворенность собой, отлично, хорошо. Сантьяго, можете задавать этот вопрос дальше, задавайте и находите те ответы, которые приходят. А что будет дальше, когда я получу вот эту удовлетворенность собой? Что будет, когда я полностью буду уже удовлетворен собой? И представьте, что вы вот уже сейчас полностью удовлетворены собой. Что больше стоит за этой удовлетворенностью? Вы тогда начнете... Сейчас мы докопаемся, вот потерпите немного, когда мы дойдем до этих состояний. Здесь очень важно представлять, как если бы. Самому себе я сейчас продемонстрирую. Окей, я полностью удовлетворен собой в этой ситуации. И когда я полностью удовлетворен собой, ко мне приходит спокойствие и удовлетворение. К примеру. Напоминаю, что 5 основных сущностных состояний – это существование. Я ощущаю, что я живой, что я существую, я присутствую здесь, в этом мире. Внутреннее спокойствие, просто любовь, одобрение, то есть все окей, прям полностью все окей. И единение, да, то есть я чувствую себя частью всего. Это тоже очень важно. А на ум идут какие-то эмоции. Буду счастлива. Окей.
То есть вот Светлана пишет, когда я буду в ресурсе, я буду счастлива. А представьте, что вам состояние счастья доступно всегда, постоянно. Одобрение, Сантьяго, видишь, у Сантьяго пришло уже одобрение, окейность. Окей, Сантьяго, постарайся вот в это одобрение сейчас максимально им наполниться, как кувалдой пробило. Ну вот как кувалдой пробило, это не очень похоже на сущностное состояние. Ну, в моей карте реальности, возможно, для вас это и так будет. А Светлана, задайте еще вопрос. Когда я буду счастлива, когда все счастье мира доступно мне, для чего большего мне это нужно? Что за этим стоит? Что еще важнее, чем быть просто счастливой? Что еще важнее для меня, чем быть просто счастливой? Угу. И здесь очень важно прям вот дойти. А для Сантьяго, вот он уже вроде как, по моим ощущениям, вроде как дошел. Вы сейчас, Сантьяго, просто останавливаетесь, можете дальше не искать. Хотя можете попробовать. Если за одобрением, за вот этой окейностью есть что-то еще больше, то окей. А если нету, то все. Просто пребывайте в этом состоянии, можете его заикарить. Становится легче, ощущение изменилось, появилось в груди. Хорошо. А как бы вы это назвали, Игорь? Становится легче. Ощущения появились в груди. Класс. Отлично. Я про точное совпадение слов и чувств. Хорошо. Ну, у Сантьяго чувство юмора хорошее. Хорошо. Игорь написал, что у него становится ощущение легче. Хорошо. Ощущение это хорошо. И как бы вы назвали это состояние? Для чего большего? Хорошо, спокойнее стало. Спокойствие. Правильно ли я понимаю, что вот сейчас, когда вы уже поняли, что все эти ресурсы возможны и достижимы, как если бы они существуют в неограниченном количестве, вы начинаете испытывать какое-то спокойствие? И, Игорь, ответьте, пожалуйста, можно ли назвать то, что вы сейчас испытываете, вот это спокойствие, внутренним таким спокойствием, покоем, принятием, умиротворенностью? Если это да, то окей, мы дошли до нужного состояния. А если нет, то можно еще немного покопать. Нет. Одобрение, Сантьяго, одобрение, оно же обязательно... Нет, это вообще не про внешние вещи. Это вообще только... Вот все, что мы сегодня делаем, это только про внутренние ощущения. Игорь, отлично, да, полное спокойствие. Отлично, здорово. Мы сейчас будем переходить к следующему шагу. Сантьяго, я надеюсь, объяснил. Вот здесь я как раз... Оно только про вас, то есть оно ни от кого не зависит. Вот смотрите, сущностное состояние — это всегда внутреннее состояние и не зависит от чего-то внешнего. То есть одобрение, ну здесь такое слово просто подобрано, ну это автор, да. Я подбираю как окейность, чувство полезности, ценности. То есть вот это про это. То есть здесь не про внешнее. Окей. У меня ответ итоговый: одобрение обществом и одобрение самого себя изнутри. Да, если это внутри идет и внутри, и снаружи, то есть вот это вот полная окейность. Я классный, общество классное, я полезный, все вокруг меня полезное, да, я ценный, все люди вокруг меня ценные. И если это вот про это, то да, окей, значит вы дошли. Окей. А теперь пойдем дальше. Следующий шаг, когда мы уже докопались все-таки до этого состояния, вот это на самом деле отнимает очень много времени, потому что мы не привыкли мыслить такими категориями. Потому что мы привыкли мыслить категориями, что когда я, не знаю, куплю себе такую-то машину, я буду счастливым. А вот техника сущностной трансформации, она как раз таки подразумевает другой концепт, что счастье — это состояние для того, чтобы ты мог купить эту машину и реализовать свои цели. Да? То есть вот сущностные состояния, они только те состояния, которые есть у вас внутри, и они очень такие ресурсные и позитивные. Вот это об этом. Окей, тогда идем дальше. Если Игорь дошел,
я формулирую не всегда верно. Здесь дело не в том, что вы формулируете, и я, скорее всего, не всегда верно. То есть абсолютно верно что-то сформулировать практически невозможно. То есть тут тоже имейте в виду, что здесь очень может много быть и моего фона, и вашего фона. Здесь нужно стараться, ну, как бы, мы же разговариваем словами, но иногда эти слова, ну, как бы опускать и все-таки к себе прислушиваться. Окей, идем дальше. Следующее, внутреннее спокойствие. Отлично, у Светланы получилось. Окей, сейчас просто, пока я объясняю вам, просто 4-й шаг, да, пребывайте в этом состоянии, то есть для того, чтобы в нем, ну, если вы до него дошли, вы начинаете ощущать, то есть когда много-много раз вы задавали, как если бы у меня это уже есть, как если бы у меня уже это есть, вот на примере с Игорем, да, то есть изначально Игорь хочет научиться технике быстрого чтения, позитивное намерение. Сначала надо много кушать, потом, если буду много кушать, то буду отдыхать, если буду много отдыхать, то буду спать, если буду много спать, то буду пить воду, если буду много пить воду, то буду дышать, а если буду много дышать, то приходит спокойствие. Да? Посмотрите, какую цепочку целей мы прошли и проделали огромный путь. Если в результате этой цепочки целей вы дошли до какого-то предельного вот этого вот позитивного намерения, вы ощущаете одно из сущностных состояний: спокойствие, умиротворение, любовь, окейность, причастность к целостной системе. И это окей. 4-м шагом побыли в этом. В универе препод на каждой паре говорил, что человек не должен быть счастливым. Ну, у него такая карта реальности. Окей, идем дальше. А теперь, когда мы уже знаем это сущностное состояние, можете, кстати, поставить себе некий якорь кинестетический в любое место. Можете не ставить, вы уже его испытали, вы уже с ним знакомы, вы уже можете его воспроизводить на самом деле. Давайте на примере Игоря. Вот сейчас вместе с Игорем, когда Игорь испытывает внутреннее спокойствие, все остальные тоже делайте, вне зависимости от того, до чего вы дошли. Внутреннее спокойствие. А теперь, Игорь, делаем обратную цепочку. Я думаю, что мы тут сильно задерживаться не будем. И вот у вас есть это внутреннее спокойствие. И представьте, как, обладая этим внутренним спокойствием, здорово дышать свежим воздухом. Будут ли какие-то изменения или нет? На этой цели сконцентрировались. Теперь идем дальше в обратном порядке. Представьте, как, обладая этим внутренним спокойствием, пить воду. Окей. Потом дальше. Представьте, как, обладая вот этим сущностным состоянием внутреннего спокойствия, отдыхать, спать. Ну, сначала спать, а потом представьте, как, обладая вот этим внутренним спокойствием, отдыхать. А потом следующим шагом, уже обладая вот этим внутренним спокойствием, как сущностным состоянием, представьте, как вы можете много кушать. А теперь возвращаемся к самому запросу. Представьте, как, уже обладая вашим внутренним состоянием, вот этим внутренним состоянием спокойствия, как, обладая этим состоянием, обучаться технике быстрого чтения. Сейчас я попрошу, Игорь, когда вы проделаете уже все эти шаги, я понимаю, что немножко быстро, ну, обычно в практике это происходит намного медленнее, но так как мы работаем здесь одновременно с несколькими запросами и с несколькими людьми, я просто стараюсь, чтобы это было более-менее структурно, и если что, можно было в процессе переделать обратно через запись, да. И, Игорь, сейчас напишите, уже обладая этим вот внутренним спокойствием, вот этим сущностным состоянием, изменилось ли уже что-то в вашей цели, в вашем запросе? Научиться освоить техники быстрого чтения. Так, вот Сантьяго пишет, у меня первый ответ выпал, сохранение энергии уже не нужно. Хорошо, и вот здесь задача 5-го шага как раз таки по всей цепочке позитивных намерений, как бы уже когда мы дошли до этого сущностного состояния, в каждое позитивное намерение уже как бы, как на линии времени, зайти из этого состояния.
Таким образом, и позитивное намерение может несколько трансформироваться, и ваш изначальный запрос может несколько трансформироваться, и вообще, в принципе, ваш подход к этому делу, уже обладая этим состоянием, он уже будет сильно трансформирован. То есть, вот, условно говоря, всю эту технику можно разделить, большую технику сущностной трансформации можно разделить на 3 больших этапа. Первое – это как раз-таки внести сущностное состояние в цепочку намерений. Дальше вырастить часть, сделать взросление части, мы сейчас этим займемся, часть личности. А третий этап – это пронести через всю линию жизни. Я сейчас буду объяснять, что это значит. Как только мы дождемся от Игоря его ответа. Отлично. Как вам наш стрим? Сегодня ресурсный. Сегодня техника, прям она очень серьезная. Не то, что прям поболтать, да, там, по душам, а она требует определенной концентрации. У меня и запрос изменился немного. Отлично. Это прям очень хороший знак. Запрос может меняться, а может не меняться. Мне вот интересно, что у Светланы. То есть, когда Светлана испытала внутреннее спокойствие, она там, сейчас я, кстати, по чату, потом внутреннее спокойствие, потом счастье, потом ресурсное состояние, расслабленность и спокойствие, безопасность и получение водительского удостоверения. Вот как-то так. Не просто ресурсное, а инсайтный. Отлично. Нравится, нравится. Супер. Все делается очень спокойно, неторопливо. То есть очень много хотелось, и обучаться хочется тоже спокойно. Отлично. Это хороший уже такой результат. Теперь Игорь, так как мы ориентируемся на Игоря, будем переходить к... Кое-какие вопросы для себя прояснила Мариша. Отлично, супер. Хорошо. Теперь перейдем к взрослению части. То есть, смотрите, у вас изначально вы установили некий контакт, и все эти позитивные намерения были той части, с которой вы работали. Вам сейчас нужно снова обратиться к этой части и просто задайте этой части вопрос: сколько тебе лет? Получите ответ. Ответ будет очень разный. У каждого будет свой ответ. Пока Игорь нам пишет, сколько лет части, с которой он работает, я просто поясню. Все дело в том, что у нас все наши ограничения, они в какой-то момент жизни формируются, и наше бессознательное запоминает вот эти вещи. У меня инсайт: обладая внутренним спокойствием, я смогу получить права. Это очень здорово. Обладая внутренним спокойствием, можно много чего получить. Поверьте мне, это вот как раз таки в вашем случае будет очень сильно влиять. Может быть промежуток. Да, смотрите, Сантьяго, если вам приходит промежуток, там, не знаю, с 10 до 12, выберите первую или вторую цифру. Не принципиально, можете использовать промежуток, но мы будем сейчас еще использовать несколько другой промежуток. Возьмите самую первую. Если вы колеблетесь, значит, у вас, скорее всего, еще работает логика. Если у вас не приходят от бессознательного четкие ответы, это окей тоже. Возьмите самую раннюю цифру, которая к вам приходит. Игорь, вопрос к той же самой части, с которой вы начинали работать. То есть есть какая-то часть, с которой вы начали эту большую работу, а это на самом деле большая работа, которая мешает вам изучать техники быстрого чтения. Осваивать техники. Вот к этой части и нужно задать вопрос. То есть прям внутрь себя, вглубь себя. 9 лет, может быть, да, отлично. Как правило, там разный возраст. Единственное, что этот возраст, он младше вашего возраста существующего. Она может быть взрослая, да, она может быть взрослая, но возраст будет меньше, чем вам есть лет сейчас. Во всяком случае. 99,9% случаев это так. Понятно, в чем здесь смысл? Сейчас Игорь нам ответит. Отлично, Игорь, 6 лет. Здорово.
Сейчас следующим шагом, когда мы делаем взросление, опять обращаясь к этой же части, Игорь, можете со слайда прочитать, а можете просто за мной повторить. Обращаясь к этой части, скажите, желаешь ли ты приобрести пользу, которая придет от дальнейшей эволюции до времени моего сегодняшнего возраста? Ну, то есть, если, Игорь, я не знаю, сколько вам лет сейчас, ну, условно, там, 40, вам нужно задать вопрос. Отлично, отлично. То есть поймите, что сейчас нужно сделать. Вам нужно у этой части спросить, готова ли она приобрести пользу, которая придет от дальнейшей эволюции до времени вашего сегодняшнего возраста. То есть от 6, допустим, если вам сейчас 36, до 36. И получите такой положительный ответ. Окей, отлично. Сейчас обратитесь к этой части и задайте вопрос, желает ли она приобрести пользу, которая придет от дальнейшей эволюции до времени вашего сегодняшнего возраста, имея сущностное состояние. То есть вот этот шаг, он что означает? Что, ну, скорее всего, где-то приблизительно в таком-то возрасте сформировалось какое-то определенное ограничивающее состояние. Мы здесь как раз-таки не копаем причины, я просто поясняю вам по технологии, почему это так. Мы здесь не ищем какое-то ограничивающее убеждение, либо какой-то импринт. Да, желает, отлично. А мы как раз-таки ищем, что мы можем сделать для того, чтобы это изменилось. Хорошо. И теперь, Игорь, обратитесь к этой же части после того, как вы получили ответ, со словами развивайся дальше во времени с тех лет, в которых ты остановилась, по возможности вперед с сегодняшнего возраста, имея здесь сущностное состояние в каждый момент времени. То есть прям просто можете проговорить. Развивайся дальше во времени с тех лет, в которых ты остановилась, по возможности вперед до сегодняшнего возраста, имея здесь сущностное состояние в каждый момент времени. То есть вы логикой, конечно, соглашаетесь, а внутри будто бы категорически нет. Ну ничего, ничего, попробуйте поработать через логику. Здесь, ну, смотрите, Сантьяго, если вылазит часть, Игорь, вы, ну, все остальные проговаривайте, а Сантьяго сейчас поясню. Если вылазит что-то, что не согласно, то вам нужно с этой частью тоже поработать, пройдя от 1 до 5 шага, или больше рапорта с частью этой. Просто поразговаривать с ней, поубеждать, поуговаривать, что это классно, все-таки вырасти до того момента, который есть сейчас, проэволюционировать. То есть ничего не... Да, действительно 18, а не 20, как думал. Понял, почему так? Все так, отлично, хорошо. Хорошо. Игорь, когда проговорите эти... Так, а у меня тоже внутреннее ощущение, что нет. Окей, окей. Ну, если нет, значит, постарайтесь ее каким-то образом в этом убедить. Постарайтесь ее каким-то образом в этом убедить. Либо, я ее считаю более правой, отлично. Либо, если не получается убеждать, то вам придется уже с этой частью проделать шаги техники, начиная с 1 по 5. И уже продолжить с этой частью. Окей. То есть нужно попросить ее мысленно повзрослеть и проэволюционировать до вашего сегодняшнего возраста. Окей, окей, окей. Ну, понятно, что это делается все мысленно. То есть постарайтесь, возможно, у кого-то части сопротивляются, может формулировка не очень нравится, такое тоже может быть. То есть вы можете изменить несколько формулировку и части согласиться повзрослеть. То есть я считаю, что та позиция верная, а мой запрос нет. То есть, смотрите, если мы говорим про эту часть и про взросление части, то есть вы считаете, что позиция верная, повзрослеть, а часть считает, что нет. Ну, постарайтесь ее убедить.
Как-то так. Старайтесь ее убедить. Ребят, те, кто нас смотрит в ТикТоке, Юрий Пузыревский, переходите в YouTube. Здесь все понятно. Ссылка на этот эфир в шапке моего профиля. Это такая внутренняя мысленная работа. И отвечая на вопрос изначально Сантьяго, логика здесь абстрактная или транс. Ну, транс здесь будет возникать так или иначе сам с собой. Хорошо, сейчас подождем обратной связи от Игоря. Здесь по большому счету такое идет некий запрос и разрешение, да, на взросление. То есть здесь вот коммуникация с этой частью будет. На самом деле я сейчас совершаю подвиг, что не видя вас, не видя конкретного клиента, пытаюсь сделать. Нет, я считаю, что часть права, а я ерундой занимаюсь и неправильные запросы создаю. Ну, я не знаю. Я не знаю, Сантьяго. То есть вы считаете, что часть не должна взрослеть, а вы ерундой занимаетесь. Ну, такое тоже может быть, ничего страшного. Поработайте с этой частью отдельно тогда. Ну, если технологию понимаете. Хорошо, ждем ответа Игоря. Вы считаете, что взрослая часть не права, а молодая наоборот. Ну, окей. Мы же здесь сейчас говорим не о том, кто прав, кто не прав, какая часть права, какая не права, а мы говорим как раз-таки о том, что нужно уговорить эту часть повзрослеть вместе с вами до вашего возраста. Появилась связь. Я почувствовал между ощущениями груди и этой частью, которая находится в голове. Отлично. Хорошо. Сейчас на примере Игоря. Дальше нужно просто ощутить эту часть личности, которая уже повзрослела, которая уже приобрела сущностное состояние, плюс она еще вдобавок и повзрослела. Вам нужно прям интегрировать ее во все свое тело, потому что вы сейчас работали с этой частью, да, условно говоря, диссоциированно, то есть вы ее представляли. И сейчас вам нужно просто разрешить этой части мысленно, чтобы вместе с интеграцией в тело вот этой части, с которой вы работали, а она уже обладает сущностным состоянием, чтобы каждая клеточка вашего тела пропиталась сущностным состоянием. Они в противоречии, но молодая часть умнее. Но вот видите, Сантьяго, мне не совсем легко вас понимать сейчас, потому что у нас нет прямой обратной связи. Но я думаю, что вы сейчас лучше себя понимаете, чем я. Поэтому в вашем случае не может глупый умного наускивать. Не знаю. Я потерял, просто видите, параллельно делаем и со Светланой, и с Игорем, и с вами, пытаюсь что-то улавливать, ну, я потерял уже смысл. Окей, вы можете тогда просто остановиться на этом моменте, посмотреть, как это происходит, и потом заново просто проделать уже в спокойной обстановке. А еще лучше делать это с оператором, тогда меньше проблем возникает. Сейчас подождем ответа от Игоря, который нам напишет, удалось ли интегрировать в тело, в каждую клеточку и когда Игорь нам напишет, уже этого много на самом деле. Но опять же, да, Сантьяго, уже когда вы проделали там до 3-го шага, когда вы цепочку, даже до 5-го, когда вы цепочку, скажем так, обогатили этим состоянием, оно уже, ну, можно на этом останавливаться, если там не сильно глобальный вопрос. Теперь наглядно видно, почему я не выполняю запрос. Хорошо. Супер, спасибо за эту обратную связь.
Я думаю, что то, что вы хотели, вы нашли. Дальше вы можете либо остановиться, либо просто доделать позже с этой частью. Хорошо, подождем сейчас немножко еще от Игоря. Да, легко получилось, скорее само все сделал. Да, вот тот последний комментарий, появилась связь между ощущением. Мне кажется, что вы уже как-то интуитивно и проделали этот шаг. Хорошо. Дальше мы делаем... Смотрите, вот сейчас уже в вас, в каждом из вас, когда вы интегрировали эту часть, есть вот эта часть личности. Она уже, кроме того, что она уже с сущностным состоянием, так она еще и повзрослела, да, проэволюционировала. И вам нужно всю ту цепочку, почему я говорил ее записать, вот сейчас вместе с Игорем. Игорь, сейчас, пожалуйста, обратите внимание, как здорово вместе с этой внутренней частью, которая обладает сущностным состоянием и которая уже повзрослела, как здорово дышать. Потом мы переходим обратно. Как здорово пить воду. Как здорово, уже обладая этой взрослой частью и этим состоянием, которое уже пропитало все ваше тело. Как здорово спать. Потом переходим опять на шаг назад. Как здорово отдыхать. И как здорово, обладая этим состоянием и этой частью личности, кушать. И вот сейчас перейдите уже к изначальному запросу, научиться, точнее, осваивать техники быстрого чтения. Уже с этой частью личности, во-первых, обладая сущностным состоянием, во-вторых, уже с повзрослевшей частью, как здорово находиться в этом всем и каким образом трансформировался ваш запрос. То есть уже сейчас, пройдя вот эту трансформацию, как вы относитесь к вашему вопросу, к вашему запросу, что происходит сейчас. Окей, Светлана написала, каждую клеточку наполнила. Хорошо, и Светлана, и у вас своя цепочка, и опять же уже обладая взрослой частью и обладая этим состоянием, по всей цепочке опять до изначального запроса пройтись. Хорошо. То, что получилось у Сантьяго, у вас просто какая-то часть запротестовала, но тогда с ней нужно просто уже вернуться к изначальному. Уже поработать с этой частью, найти там цепочку вот этих намерений позитивных, проделать все от начала и до конца. И тогда, скорее всего, получится. Да? Это как раз таки то, с чем мы сейчас работаем. И классика жанра девятым шагом — это экологическая проверка. То есть сейчас будет вот какая история. Сейчас просто нужно обратиться вглубь себя и задать себе вопрос: а есть ли какие-то части во мне внутри, которые против этих изменений? Если есть какие-то части, которые против этих изменений, то нужно с этими частями еще договориться, либо сделать технику интеграции частей личности, шестишаговый рефрейминг, и так далее. Либо проделать уже с новой частью, как я Сантьяго обещал, проделать все изначально. С самого первого шага, но уже с этой новой частью. Стал увереннее, чувствую легче, получится, легко достижимо по ощущениям. Окей. Значит, Игорь, сейчас проверьте, нет ли сопротивляющихся частей. И дальше очень важная, прям крутейшая штука, которая называется обобщающая линия жизни. Как их идентифицировать? Сантьяго, сейчас задам вам вопрос. А как вы обычно их идентифицируете? Я вижу, Наталья Тихонович у нас появилась, она опоздала. Здравствуйте, запись будет, прямой запрос. Наташа, запись будет на моем канале в Ютубе, по этой же ссылке, будет прямо здесь в Ютубе висеть. Пока убирать ничего не собираемся. У меня как у Сантьяго. Ну, отлично, значит, нужно поработать с этими частями.
Хорошо, и сейчас мы сделаем такую прям вот медитацию, которая обобщит всю вот эту работу. Обобщит всю эту работу, если у Игоря нету конфликтующих частей, то мы обобщим это все дело. Я специально поставлю микрофон. А никак, просто ответы идут. Ну смотрите, Сантьяго, если у вас сейчас не идет никакой ответ, возможно, нету сопротивляющихся частей. Если вы обычно... Вопрос снят. Ну, какой вопрос, такой ответ на самом деле. Хорошо, сейчас сделаем обобщающую линию жизни. Ее можно использовать как отдельную медитацию. Я даже вот микрофон поставил для того, чтобы просто отдельной записью потом на YouTube выложить, чтобы вы под нее могли кайфовать. Когда Игорь напишет, что готов, мы сделаем вот эту обобщающую историю. Против никого нет. Состояние в груди до сих пор присутствует. Ну, отлично. Хорошо, дорогие друзья, вот сейчас мы уже познакомились, мы же трансуемся, логика уходит, в том числе из вопросов. Отлично. Хорошо, а сейчас мы сделаем обобщающую линию времени. Давайте сделаем ее в качестве медитации. Я сейчас буду пояснять, что нужно делать, а вы просто делайте, получаете удовольствие и наслаждайтесь. И так как вы уже сейчас достигли сущностного состояния, многие из вас достигли его, испытали его, очень здорово заново его вспомнить вот это ощущение и представить свою временную линию. Обычно я рекомендую просто представлять не линию абстрактную, а представить, как будто ваша жизнь, она как река. И где-то у этой реки есть исток, и где-то вы сейчас находитесь в определенной точке вашей жизненной реки. Я предлагаю вам подняться выше над этой рекой и зависнуть над тем местом, которое символизирует момент здесь и сейчас. Мысленным взором просто парите над этой рекой, наблюдая за тем, что ваша река распространяется, простилается далеко-далеко вперед, а где-то за спиной уже большой промежуток вашей реки, но где-то все начиналось около истоков. Представьте, что вы, как птица, просто парите над этой рекой, обладая этим внутренним сущностным состоянием. И очень здорово осознавать, что вы находитесь здесь и сейчас, обладая внутренним спокойствием, легкостью, принятием. Окей. И когда вы испытываете это состояние, когда вы парите над рекой жизни, можете представить, что вы медленно-медленно возвращаетесь как бы назад и находитесь возле истоков своей жизни. Где-то бьет тот ключик, тот маленький ручеек, который символизирует начало вашей жизни. Я вам хочу напомнить, что вы уже умеете испытывать это сущностное состояние. И начните проносить это состояние от самого начала вашей жизни.
И неважно, каким вы способом будете это делать, возможно, вы просто будете распространять мысленную энергию над этим истоком и ручейком, а возможно, вы будете каким-то образом просто видеть, как сущностное состояние распространяется над вашей рекой жизни. И вот вы находитесь у истоков и видите, что ваша жизнь и ваша река, она уходит далеко-далеко вперед. И вот вы поднимаетесь вверх и парите над этим истоком. Представьте, что от вас начинает идти некий шлейф, который орошает вашу реку жизни сущностным состоянием, состоянием внутреннего спокойствия. И начните медленно-медленно парить вперед, пролетая год за годом, наблюдая за тем, как вы взрослели, но привносите в каждый момент жизни вот это состояние бытия, внутреннего спокойствия, с которым вы уже познакомились. Медленно-медленно паря над своей рекой жизни. И вы понимаете, сколько много событий уже произошло, но вы даже не знаете, сколько событий еще произойдет в будущем. Окей. А вы медленно парите, и, возможно, где-то сейчас вы уже находитесь на середине между истоком и тем моментом, который происходит сейчас. А за вами идет шлейф, и вы распространяете это внутреннее состояние спокойствия, осознания бытия и существования, и состояния любви через каждое событие в вашей жизни, продолжая парить. И вы можете посмотреть вдаль, и медленно приближаться к той точке, где вы находитесь сейчас в вашей реке жизни. Вот так. И обратите внимание, что все события, с которыми вы встречались в этом путешествии, события, которые были в прошлом, уже обогатились этим сущностным состоянием, состоянием любви, сопричастия, окейности, понимания бытия. И вот вы уже парите на той точке, с которой начиналось наше путешествие, точка, которая называется сегодняшний день, здесь и сейчас. Но вы продолжаете смотреть вперед. И вы понимаете, что ваша река жизни уходит далеко-далеко вдаль. И если вы готовы прямо сейчас, то начиная с этого момента, ощущая это состояние, начните парить вперед по линии жизни, заполняя каждое будущее событие этим внутренним спокойствием, любовью, удовлетворением. И пускай каждое событие жизни будет сопровождаться этим состоянием. А когда поймете, что вы уже наполнили до самого-самого далекого будущего, возможно, даже за пределы горизонта, которые вам не видны, вам нужно помнить, что это сущностное состояние будет с вами отныне присутствовать в любой момент времени, вне зависимости от внешних обстоятельств. Вот так. Отлично.
И вы можете периодически вспоминать это состояние и периодически взлетать над своей рекой жизни. Особенно вспоминать этот день, сегодняшний день, когда вы познакомились с этим хорошим, ресурсным, эффективным состоянием для вас. Ну, окей. Можно потихоньку возвращаться сюда и заканчивать эту медитацию. Потянуться, размяться, немного взбодриться, похлопать глазами. Можно даже потереть глаза и возвращаться сюда. Отлично. Супер, дорогие друзья. Ну вот такая техника. Она достаточно большая, объемная. Ну, как я и говорил, три основных этапа. Это прояснение позитивного намерения, найти цепочку. Второй этап – это взросление части. И третий этап – это вот такая интеграция через обобщающую линию жизни, либо река времени. Мне река времени больше нравится. Наташа, ты, как всегда, чего-то опаздываешь. Привет, рад видеть тебя в этом прямом эфире. Рад, что зашла. Хорошо, хорошо. Сейчас подождем обратной связи. У нас сегодня было достаточное количество участников. Наташа, лайк поставь в трансляции, раз уж ты здесь. Окей. Дорогие друзья, жду вашей обратной связи. Мы сегодня очень круто поработали. Ну, надеюсь, что это будет полезно. Те, кто будут смотреть в записи, обязательно пишите в комментариях вопросы по технике и что у вас получилось. Потому что, ну, если честно, ну, сегодня что-то я сделал такое, что тяжело ее сделать без обратной связи. А обратная связь посредством чата, она такая себе. Вот. Поэтому все, кто сделал и у кого получилось, вы большие молодцы. А у кого не получилось, у вас есть прекрасная возможность проделать все заново. И обязательно получится. Да, хорошо себя чувствую. Игорь молодец. Хорошо. Хорошо. Мы можем сейчас какое-то очень много пищи для ума, из памяти многое всплыло. Очень интересно. Супер. Да, Сантьяго, здесь как раз таки в этой технике, когда мы, особенно на этапе, когда мы ищем цепочку целей, там всплывает очень много интересных вещей из разряда инсайта, из разряда такого, а я вот это хочу, потому что, да, или я вот это хочу, потому что. Очень часто бывают прям прорывы прям на этом этапе. Да, супер. Хорошо. Есть ли какие-то по шагам конкретные какие-то вопросы? Если вопросов конкретных по шагам нету, спасибо, это было очень круто. Отдельная благодарность за медитацию. Да, медитацию сделаем, чтобы не рыться вам в прямом эфире, я ее обработаю и выложу отдельно. Можете, меня сейчас прорвало на медитации. Есть мысль просто записать несколько таких ресурсных медитаций, которые можно периодически прослушивать для того, чтобы получать определенное состояние, ресурс и так далее. Поэтому ищите на канале, в ближайшее время появится наша вот эта последняя медитация. У нас просто ситуация чуть более замысловатая, поэтому сейчас на сон грядущий доделаю. Да, ситуации замысловатые на самом деле обычно у всех. Кстати, друзья, кто еще не поставил лайки нашей трансляции, поставьте, это помогает моему видео продвигаться. Для вас это просто щелчок пальцем, а для меня это хороший бонус. Это работает под запрос психосоматика. Наташ, посмотришь с самого начала, на самом деле работается под любой запрос. Вот практически любой. Под психосоматику очень хорошо. В опыте есть. Хорошо работает с психосоматикой.
Здесь, ну, самое главное найти легкий транс, и если работаешь с клиентом. И, ну, можно с самим собой, но, как я говорил раньше, когда работаешь сам с собой, иметь листик и ручку. Для того, чтобы вот эти все, ну, тут очень много информации выходит, которую нужно просто помечать, задавать себе вопросы. С психосоматикой великолепно работает, находишь часть личности, которая отвечает за эту болезнь, за это состояние, и начинаешь уже с самого начала по шагам прорабатывать, и будет очень круто. Эффекты очень классные, прям такие прорывные. Наталья Арапова. Здравствуйте, всем привет. Я все пропустила. Наталья, ничего вы не пропустили. Будет запись. Вы ее посмотрите, прослушаете. Тем более, когда будете смотреть в записи, вы сможете ставить на паузу. И опять же, будете смотреть в записи, комментарии пишите к этому видео, если будут какие-то вещи непонятны. Я стараюсь на все комментарии отвечать. Так, Юра, а сам курс когда на земле? А то опять пропущу. На земле пока не планирую, Наташа, вот честно, не планирую. Тут непонятно, что у нас в стране, непонятно, что у нас там в обществе, я имею в виду там вирусы и вся ерунда. Даже если психосоматика из очень далекого детства, тем более, Сантьяго, тем более, если психосоматика из очень далекого действия, из очень далекого детства, тут же смотрите, что если психосоматика из очень далекого детства, она может уже и в соматику превратиться, перерасти. Поэтому, если знаете что-то психосоматическое, немедленно, либо сами, либо к психологу вперед из песни прорабатывать, потому что психосоматика имеет очень нехорошее свойство перерастать в соматику, непосредственно само заболевание. А Наталья, не нужно расстраиваться, вы посмотрите в записи. Запись останется. Единственное, что тут я заметил с Ютубом какая-то история, что после прямого эфира запись на какое-то время исчезает, ну, видно, обрабатывается, а потом она опять появляется. Но я думаю, что все будет нормально. 2-3 часа и запись снова всплывает опять на ютубе. В последних видео найдете. Она, кстати, в плейлисте NLP. Зайдете, посмотрите. Благодарю, коллега. Наталья, тоже благодарю. Хорошо. Давайте еще пару вопросов. Как раз у нас без 1 минуты 11. Еще пару вопросов и будем на этом завершать наш прямой эфир. Так, у меня вопрос к тем, кто у нас смотрел и работал молча. У вас что получилось, что не получилось, какой у вас результат? Поделитесь инсайтами. Так, Наталья, спасибо, обязательно посмотрю. Отлично. Пишите потом в комментариях, когда будете в записи смотреть. Да ладно, когда онлайн-курс? Онлайн-курс, Наташа, будет в ноябре. Еще точную дату не знаю. Я думаю, что где-то после 5, с 5 по 10 мы старт сделаем. Да, YouTube обрабатывает сначала стрим, потом видео появляется. Ну, какое-то время будет. Какое-то время будет недоступен. Но опять же, если вы уже подписаны на канал, то у вас должно было прийти оповещение, оно остается. А если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь. Ребят, те, кто нас смотрел, скажем так, не участвуя, которые не писали активно комментарии, напишите, пожалуйста, что у вас получилось. Очень важно получить эту обратную связь. Жду от вас обратной связи. Если в течение еще нескольких минут не появится ваших сообщений и вопросов. Так, спасибо, благодарен очень. Случайно нарвался на эфир и покой результат. Я думаю, не покой, а такой. Хорошо. Игорь, напишите потом, спустя какое-то время, сколько техник скорочтения вы освоили. Но могу сказать, что эта техника, она вам будет не только про скорочтение, а она во многих начинаниях, особенно в тех, вместо делания которых вы начинаете кушать, она очень сильно вас продвинет. Такой, да, хорошо, Сантьяго, все настолько по полочкам, что даже и спросить нечего. Ну, такого не бывает.
Или я просто гениален. Что, в принципе, тоже может быть. Хорошо, друзья, если вопросов нету, был рад с вами сегодня пообщаться, был рад с вами сегодня поработать. Следующий прямой эфир, кстати, традиционно уже напишите темы для эфиров, которые вы бы хотели разобрать, для того, чтобы мне было проще формировать повестку, потому что просто прийти поболтать, а с детьми тоже можно работать, у меня у сына, да, Наташа, можно работать, ну, я бы тебе порекомендовал сына отправить к кому-то поработать, чем самой. Ну, ты психолог, мы с тобой знакомы, и ты знаешь, почему так, да? Потому что могут быть переносы, контрпереносы, и это будет неэффективно. Как теперь быстро уснуть? Завтра рано вставать. Ничего, послушайте медитацию, вон последнюю, и ложитесь спать, все будет хорошо. И медитацию про уверенность в себе послушайте. Линия времени, субмодальные сдвиги. Возьмешься? Наташа, возьмусь, но дело в том, что я в воскресенье уезжаю на море, и уже в следующую среду буду вам проводить прямой эфир, если интернет позволит, с Красного моря. Вот, Наташ, через 3 недели, получается, сможем с тобой связаться и поработать. Так. Линия времени, субмодаль. Смотрите, Сантьяго, вы, наверное, вы же проходили уже, скорее всего, курс NLP практик или очень много читаете на эту тему? Я прям запишу. Вы берете, ура, классно отдохнуть, спасибо. Я вот к чему? Я к тому, что Сантьяго берет такие темы, которые на самом деле и вживую это не так просто объяснить. Вот как сегодняшняя тема, да, сущностная трансформация. А объяснить посредством, когда у меня нету... Я вас не вижу, а вижу только ваши сообщения. Это достаточно нелегко. Так, да, классно отдохнуть. Спасибо, спасибо, хорошо. Может, какие-нибудь бытовые вопросы хотите с помощью НЛП? Вы же можете написать не только технику, да? Кстати, те, кто будет смотреть в записи, эти вопросы вас тоже касаются. Можете в комментариях написать, на какие темы вы бы хотели общаться в следующих прямых эфирах, чтобы это было полезно и актуально для вас. Потому что вот то, что мы делали сегодня, это прям вот уровень NLP мастер. Про восприятие будете делать? Что значит про восприятие? Про восприятие кого? Про восприятие чего? 3 позиции восприятия. Ну, 3 позиции восприятия. Прямой эфир. Мы можем сами отслеживать КГД. Что значит, поясните? Можем ли мы сами отслеживать свои ключи глазного доступа? Скорее всего, нет, только если в видеозаписи. Если смотреть в зеркало, будете запутываться. Не сможете релевантно тому, что показывают глаза. Ну, то есть здесь очень большая такая нагрузка будет. 3 позиции восприятия. Ну, можно сделать прямой эфир по 3 позициям восприятия. Но есть в планах сделать просто видео короткое на эту тему. Хотя... Тут вопрос, что вы хотите решать с помощью 3 позиций. 3 позиции восприятия можно и в продажах использовать, в бизнесе, в общении с детьми, решение коммуникативных задач, которые, когда вы что-то не понимаете. Я навострился. Может быть, может быть. А смысл? Вот иногда есть такие вещи, вот я, допустим, не отслеживаю свои ключи глазного доступа. Почему? Потому что смысл. Что я с этим могу сделать? Ну, буду я знать, что в этот момент я там... визуальному воспоминанию или там кинестетике. И чё? Ну, практическая применимость. Вот вопрос. 3 позиции восприятия. Вы просто понимаете, когда я спрашиваю о том, о чем нам провести следующий прямой эфир, Красное море, это классно, хорошего отдыха. Светлана, я жду от вас в комментариях под любым из видео, позитивного результата сдачи в ГАИ.
Тут важно, понимаете, вот вы говорите, 3 позиции восприятия. Очень важно, в каком контексте. То есть саму технику можно 3 позиции восприятия рассмотреть в очень сильно разных. По линии времени очень даже чё. Не совсем понимаю, но ладно. Хорошо, друзья, мы сегодня большие молодцы. Мы больше 1,5 часов проработали, 104 минуты уже. 104 минуты. Я вас всех душевно обнимаю. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, поддержите этот прямой эфир лайком. Если вы даже смотрите в записи, лайки ваши всегда приветствуются. Новые подписчики на канале тоже приветствуются. Делитесь этими видео со своими друзьями. Я вас душевно обнимаю. И в следующую среду, ну приблизительно с 21:00 до 21:30 по московскому времени мы запускаемся по средам. Поэтому будьте готовы. Тему постараюсь сообщить заранее. Еще не решил. Возможно, сделаем какой-нибудь такой лайтовый прямой эфир. Ну уж точно линию времени на следующем стриме делать не будем, потому что ну, там объемная. Не всегда понятно. Ладно, не буду. Все. Душевно обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока. Все, что хотел. Сейчас очень повышается агрессия. Работа с депрессией, агрессией, техники на выбор. Отлично. Наташ, спасибо за твои варианты. Агрессия, депрессия. Угу. Ну, я тебе могу сказать, что те люди, которые испытывают агрессию, они не очень-то хотят ее не испытывать и, знаешь, не ищут способы это преодолевать. Это такие осознанные люди. Там понимают, что с ними что-то не так. Они ищут способы. Ну, спасибо за набросок. Хорошо договорились. Хорошо. Так, я свою коронку. До скорых встреч. Пока-пока. Все никак не разойдемся. Друзья, большие все молодцы. Кто проделал, молодец. Кто не проделал, еще больше молодец, потому что столкнулся с чем-то новым и неизвестным и получил обратную связь. И если вы проделаете, это будет прорыв. Одинокие мамы, я про одиноких мам не буду. И синдром мертвой матери тоже. Окей. Не в обиду одиноким мамам. Все, друзья. Заканчиваем. Пока-пока. Спасибо.